Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире InFact. Стартовал условно-бесплатный лутер-шутер The First Descendant, который тут же пробился на 6-е место чарта Steam с 229 тысячами душ пикового онлайна. При этом пользовательский рейтинг у игры всего 44% на момент создания инфакта. Жалуются на все подряд. Не появляются покупки, не запускается игра, слишком много доната, хромает оптимизация, кто-то называет игру тупо копией Destiny с Алиэкспресса. Зато вайфу пишут зачетные. В данный момент в The First Descendant проходит предварительный сезон. Боевой пропуск уже доступен, а первая порция свежих персонажей ожидается в августе. Игра доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Компания Capcom на презентации Capcom Next выпустила демоверсию Куницугами Path of the Goddess, смеси стратегии, экшена и Tower Defense. В роли паренька по имени Со мы должны очистить гору Кафуку от скверны и защитить местное селение от нечисти. Со умело обращается с мечом, и управляя им, мы можем лично выкашивать врагов, однако демоны прут со всех сторон, поэтому придется нанимать дополнительные юниты, расставлять их по разным направлениям и раздавать им приказы. В демке доступно всего несколько уровней, но до полноценного релиза осталось всего ничего. Игра выходит 19 июля на ПК, PlayStation, Xbox и в Game Pass. А еще Capcom детально представила делюксовый ремастер Dead Rising. Обновленная версия не только позволит современным игрокам забуриться в классику, но и пощеголяет приятной картинкой и несколькими новыми функциями. Игра воссоздана на движке RE Engine. Модели героев, окружение, эффекты, освещение, звуки — все переработали так, словно это ремейк, а не ремастер. Dead Rising будет выдавать 60 феписов при разрешении в 4К. Сюжеты и задания остались прежними, но игровые механики были дополнены. Главный герой сможет двигаться во время прицеливания, появилась система автосохранений, был улучшен интеллект NPC, которых мы спасаем во время миссии, некоторые изменения претерпел интерфейс и, наконец, Dead Rising получила новую озвучку. Deluxe ремастер выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И, наконец, на Capcom Next была официально подтверждена разработка следующей номерной Resident Evil. Вот только никаких подробностей названо не было. Так, чисто подразнились. Правда, если верить словам таинственных инсайдеров, в новом резике, возможно, будет открытый мир. А пока у фанатов появилась возможность запустить Resident Evil 7 на iPhone 15 Pro и всех айпадах и маках с чипом M1 и выше. При этом пролог кампании доступен бесплатно, а сама игра поддерживает множество контроллеров. Создатели рогалика Moonlighter анонсировали дату, когда их новый продукт, стратегия Катаклизма, можно будет пощупать в раннем доступе. Игра отправит нас оборонять крепость от кошмаров бедствующего мира, для чего нам придется искать ресурсы, заниматься возведением построек, налаживать производство, нанимать армию и расставлять ловушки. Особенностью Катаклизма является то, что строить здания мы будем из отдельных блоков в духе Лего. При этом детали работают по законам физики и могут при падении раздавить пробегающих под ними юнитов. Заявлено более 100 различных видов блоков. В игре нас ждет сюжетная кампания на 30 часов, отдельные скирмишевые зарубы, режим выживания и песочница, где ты просто строишься, не задумываясь о противостоянии противнику. Катаклизма стартует в раннем доступе Steam 22 июля. Авторы официальной игроизации кинофраншизы «Тихое место» A Quiet Place: The Road Ahead представили свежий сюжетный трейлер. Несмотря на то, что героями здесь выступают совершенно другие персонажи, игра цитирует один из ходов первого фильма. Студентка Алекс страдает от астмы. Она пытается выжить во время апокалипсиса вместе со своим парнем Мартином, но, судя по трейлеру, в какой-то момент узнает, что беременна. Беременность в мире, где слепые монстры набрасываются на любой едва слышимый звук, ничего хорошего не предвещает. А чем это кончилось для семьи Эбботт из первого фильма, вы, думаю, помните. A Quiet Place: The Road Ahead запланирована на 2024. Платформы ПК, PS5 и Xbox Series.
Совсем недавно группа энтузиастов заявила о намерении воссоздать в Starfield Tamriel из The Elder Scrolls. Звучит мощно, однако в интернете задумку попросту высмеяли и проект отменили. В так называемый Project Tamriel собирались перенести Morrowind, Oblivion и Skyrim, причем не только знакомые локации, но и квесты, снаряжение и даже игровые механики на базе 5-й TES. Затея, мягко говоря, масштабная. Многие просто не поверили и решили, что это шутка. Иные стали комментировать анонс фразами а-ля «Жду неуклюжую альфу к 2043 году, когда на 70% закончит Вайтран». Такая реакция выбила из начинающей команды модеров весь энтузиазм, потому что они вообще-то не шутили. И в итоге они просто отказались от этой идеи. Такая вот история. Ну и на этом закончим. Больше новостей читайте на нашем сайте. Там же обратите внимание на расписание ближайших стримов. Сегодня вот будем снова пытаться пройти Майнкрафт без смертей. Удастся ли? Вечером и узнаем. Хорошего дня!